Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирасьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Главное событие вашего июня. К чему приготовиться прямо сейчас. И мы рассмотрим одну ключевую позицию или один ключевой вопрос, ситуацию, которая станет поворотной в ближайший месяц. Вот что для вас июнь, да, как важное событие или какая-то ситуация. Вот давайте узнаем, что приготовила судьба и к чему приготовиться вам, мои дорогие, любимые скорпионы. Рассмотрим, конечно, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Итак, смотрим. Пассианс нам не только рассказывает, еще и показывает, демонстрирует наглядно, с чем будут связаны события, получение какой-то важной новости. Кто-то, может быть, уже получил, июнь все-таки у нас продолжается. И в зависимости от этого события, тогда, значит, это будет действительно иметь какое-то развитие. Или данный вопрос, которым вы будете заниматься, чаще всего это пакет или официальный документ. Ну, может быть, то, что вы официально слышите, но больше я тут вижу какая-то бумага. Может быть, и вам нужно, да, сургучная печать, какой-то документ получить. Это вы отправляетесь по инстанциям. Это может быть и по работе, как важное какое-то предложение. И вот смотрите, выпадает месяц. Месяц, ну или луна, мы говорим. Это мы сомневаемся. Не то так поступить, не то как-то по-другому. Это где-то и интуиция. А вот правда, смотрите, у вас совпадает. И цепь – это сердечная тяжесть. Вот, кстати, вот эти два значения – это то, что к делу не относится ни разу. Это больше на уровне восприятия. Но, может быть, у нас ваша планета-управитель в ретро-движении, Плутон сейчас. И Плутон нам давал совет еще начиная где-то с мая. Если у тебя какая-то тема, но вот она не решена, но, может быть, она дополняется какими-то новыми сведениями или сведения уже с других как бы сфер жизни в целом соединяют какую-то палитру, когда все равно нужно принять одно решение, то тогда в ретрограде Плутон буквально говорит: а ты не торопись. А ты не торопись, правда, Скорпион, у вас выпадает корабль. Во-первых, один из символов Меркурия, во-вторых, или наоборот, во-первых, это исполнение желания. Поэтому вы тут можете, ну, как себя накручивать. И так думал, и эдак думал, а это все к делу не относится. Это все на уровне наших где-то предположений или восприятия, именно восприятия. Тут что-то идет к исполнению желания. Ну, не всегда желания исполняются тем путем, как мы это предполагали. Будьте к этому готовы. У кого-то из вас, кстати, причиной этому, вот только что увидела, нож, ссора. Может быть, это та ссора, которая была. А может быть, это и не явная ссора, а какая-то конфронтация или не получилось прежде достичь договоренности. Тем не менее, смотрите, исполнение желания, и у вас еще узел, прочная связь. Поэтому это могут быть люди, с которыми мы контактируем. Могут быть и люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни, да, коллеги, соседи, что вот происходит вокруг нас, или, ну, может быть, и родственники, да, ну, хотим или нет, мы должны принимать вот это в нашу жизнь. Но какую-то конфигурацию явно хочет, желает сложить Скорпион именно для себя в плюс. Но якорь – это уверенность, поэтому у вас сильная позиция, мои дорогие. И я ведь тут не вижу, чтобы что-то вам тут прямо так мешало. Поэтому не накручивайте, вот так и хочется сказать. У вас, даже если обстоятельства, ну, не так складываются, как мы этого хотим, а у нас вообще-то прекрасный месяц июнь. Кто-то скажет, вот о чем ты говоришь. И я, кстати, могу согласиться. Почему? Июнь может быть как раз и связан с, как, может быть, и информации много, но эмоций, мои дорогие скорпионы, для вас будет очень много. И у нас Венера в раке на начало месяца, 13 числа. Венера перейдет в знак зодиака Лев, но все же, с одной стороны, это энергия эмпатии, это энергия любви, семьи, дома. Но у нас еще и важный транзит, когда соединяются две планеты малого счастья Венера и большого Юпитер. И это будет проходить с 9 по 13. Поэтому у вас
Я не исключаю, может быть, с 9 по 13 как раз какой-то вопрос и решится. Вполне такое могу себе допустить. Но, видимо, может быть, и вы будете раздумывать, как же мне поступить. Так вот, я тут больше вижу либо какой-то компромисс, либо какое-то Соломоново решение, потому что вот эту связь как будто вы не можете исключить. Но я должна сказать также, Юпитер у нас в конце месяца перейдет в знак зодиака Лев уже. И это прекрасное время для достижений, для работы. Но, может быть, вот эмоции в июне могут нас накрывать, а в середине месяца новолуние в Близнецах может принести нам какую-то неожиданную информацию. Будьте к этому готовы. В конце месяца и Меркурий, планета-управитель Близнецов, уйдет в ретро-движение, поэтому ту новость, которую вы слышите поначалу, она может где-то шокировать. А в конечном итоге даже эта новость может как-то видоизмениться. Или то, что мы воспринимали, а на самом деле это будет как-то по-другому. Будьте к этому готовы. Итак, главное событие. Что это будет для вас, мои дорогие любимые скорпионы? Король Пентаклей. Ну, возможно, это связано с тем, что вот если мы говорим бумаги, деньги, какая-то денежная ситуация, денежный платеж, или вопросы дома, правда, семьи, вопросы пары, самого по себе места жительства. Хотя я не исключаю, по этой карте иногда идут и официальные лица, и работники банка. Вообще это карта стабильности. Две карты. С четверкой Пентаклей это когда мы все сохраняем. Ну что же за главное событие? Может быть, это с каким-то человеком у вас не получилось договориться, да? Вот как король Пентаклей все-таки великий консерватор. Может быть, не обязательно, что это будет мужчина. По полу карту мы не рассматриваем. У кого-то может быть с учетом карты сила, когда и есть и ваше какое-то страстное желание осуществить именно так или в том ключе, как вы хотите. Но и есть как другое мнение. Или какая-то альтернативная точка, как взгляд, да, на какую-то проблему или на какое-то событие. А ведь и правда, договариваться, скорее всего, придется. Потому что если вот этот узел выпал, то где-то четверка пентаклей – это как якорь. Мы не можем от этого уйти. Для кого-то из вас это будет, как для моих любимых девочек, это конкретно тогда мы можем сказать, есть какой-то мужчина, который может, по крайней мере, да, вам какие-то знаки внимания оказывать. У вас сильная позиция, безусловно. Но, мои дорогие девочки, вам легче будет решать вопросы именно с мужчинами. Потому что вы как притягиваете их взгляд, а скорпионам ничего не стоит. Завоевать человека стоит посмотреть ему глубоко в глаза. Ваш взгляд завораживает. Поэтому иногда взгляд говорит больше 1000 слов. И, может быть, есть вот как ваша харизма, когда вы можете, ну, вот так вот, меньшей кровью, хочется сказать, или какой-то меньшей битвой решить какой-то вопрос, причем совершенно в спокойных энергиях, только лишь потому, что, ну, настроен будет человек на то, чтобы с вами договориться. Мои дорогие мужчины, я не исключаю, есть с вашей позиции какая-то, может быть, женщина. Иногда по этой карте такое проигрывается, как страстное желание, страстная любовь. Хочется быть с нею рядом. И тогда вот эта карта великого консерватора – это такие сильные эмоции, да? С одной стороны эмоции, когда и именно страсть, а с другой стороны, а вот я хочу так, как я хочу. И попробуй тут найти какую-то золотую середину. Но для каждого из вас это карта критического мышления, поэтому, ну, тут нам и пассианс сказал, что есть что-то, по тому вопросу не нужно торопиться. Быть готовым к компромиссу. Тем не менее, карта шестерка мечей иногда олицетворяет дорогу. Может быть, и вам, как много дорог предстоит осуществить. Иногда эта карта будет говорить, что мы можем что-то изучать. К примеру, изучать новые ресурсы. Кто-то из вас, может быть, как работа на дому рассматривает. Иногда это тоже проходит. Работа из любой точки мира. Поэтому эфир, пространство, интернет, ваша мобильность, наверное, в июне месяце будет иметь особенное какое-то значение. Но если мы говорим о заслуженном успехе, карта тоже подсказывает, что есть тот вопрос, который прям вот так
на раз и не решится, а потребуется более продолжительная дистанция или большее время. А ведь и правда у кого-то по работе могут очень удачно решиться дела. Эта карта одна из лучших карт на работу, на деньги. Получение денег. Ну, как бы с деньгами все в порядке. Это так уже попутно. Ну, по крайней мере, для большинства из вас или есть возможность заработать, есть возможность найти работу. Другой разговор, что я не исключаю, с учетом Урана в Близнецах, что будет предложено что-то такое, что вам не на 100% нравится. Или когда вы по какому-то пункту не согласны, но найти работу можно. Возможно, это будет как вторичный заработок для кого-то, я тоже не исключаю, да. Но тут явно будет какой-то прогресс. Мои дорогие скорпионы, тут от чего-то нельзя отказываться, потому что это имеет для вас продолжение, это пусть на будущее, но еще и успех. Что приготовила для вас судьба? О, карта императора. Но чтобы не нашла коса на камень, хочется сказать. Потому что консерватор, а тут император. Мы по императору говорим. Есть два мнения. Мое и неправильное. Будьте гибкими императорами. Что приготовила для вас судьба? Смена статуса, мои дорогие. И у кого-то эта смена статуса может произойти, ну, допустим, через недвижимость, куплю-продажу, дом, да, мы говорим деньги. А для кого-то это по работе, получение новой должности или в каком-то новом статусе, да, вы будете. У кого-то это по личной жизни. Хотя, что приготовила судьба, это ведь именно какие-то согласования с вышестоящими персонами. Но смотрите, аркан-отшельник. Люблю эту карту за основной смысл, что нам никто не мешает. Вот вам, мои дорогие скорпионы, вам никто не мешает. Но вот, наверное, много сомнений, которые нам пасьянса карты рассказали. А знаете, тут самому себе не помешать. Не начать какое-то углубленное самокопание. Будьте мудры. Вот вам придется, ведь это философ, мудрец, принимать действительно какое-то мудрое Соломоново решение. Может быть, которое граничит так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Или когда вам что-то будет предложено, а вы, ну, хотите как-то по-своему, и в то же время понимаете, что да, ситуация вроде бы как и выбор, могу выбирать, а и выбора-то тоже нет. Потому что именно нужно как-то мудро подойти к этому вопросу. Но я должна сказать, что ведь старшие арканы – это всегда внешняя какая-то история. Пусть это будет связано даже… А для вас шанс, мои дорогие, это правда. Поэтому то, что происходит вокруг, возможно, то, что вы даже слышите, вот я говорила, новолуние в Близнецах, новая энергия, но это еще и всегда коммуникация. То есть договариваться где-то даже астрологически, нам говорят, на июнь месяц это будет благо, нежели, ну, где-то так пытаться продавить жестко свою позицию. Нет, тут вот именно мудро надо подойти. Но мудро, с одной стороны, чтобы себе не навредить, а с другой стороны, что-то не упустите, потому что шанс. А что это такое? К чему вам приготовиться? Вам как дает время, пространство, Вселенная, назовите так, возможность выйти из какого-то тупика. Причем выйти так, чтобы уже больше вы именно в какой-то истории не оказаться, как в чем-то поставить точку и себе сказать, я сделал все, что мог. И тут же где-то тройка жезлов особенно, ведь это всегда карта будущего. А здесь мы сами, кстати, что-то ставим на паузу, потому что девушка вот с этим серфингом, обратите внимание, это она сама останавливается. И есть такое значение, когда мы на полдороги можем остановиться, потому что понимаем, что нет. Вот именно в этом моменте нужно что-то обдумать. Если буду торопиться, дров наломаю. А вот здесь нужно именно так поступить, чтобы в будущем какая-то обратка из прошлого не прилетела. И у кого-то, правда, будет по семье вопрос решаться. Семья, взаимоотношения. Но это все, что по Венере. И я больше вижу личная жизнь, вопросы дома, может быть и финансов, мои дорогие. Или работа на дому. У кого-то это, я вот этого не исключаю. Это, знаете, как все вместе переплелось. И, видимо, какой-то вердикт постепенно в течение июня, ну, вы будете выносить. Но не торопитесь. Правда, не торопитесь. Я думаю, что не только в течение июня. С учетом ретро-меркурия все-таки будет заход и на июль тоже.
Так что же приготовила вам судьба и к чему приготовиться вам? А вот сама судьба вам говорит, вот Скорпион, дорогой, вот тебе придется вот этой вот тропинкой пройти, лестницей, да, ну, напоминает, узенькая такая, без перил. И мы не торопимся по этой лестнице. Поднялись на одну ступеньку, отдышались, отсмотрелись, и только потом поднимаемся выше. Вот правда куда-то не торопиться. И это, кстати, карта где-то перекликается со значением император, потому что это две провластные карты. Ну, тут, понятно, еще и этот консерватор, который великий король Пентаклей. Ну, может быть, и правда, у кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Вот попробуй договорись, да. Вы видите, ну, как-то по-своему. А тут буквально какая-то идет команда, да. То есть тут энергии могут быть такие, когда, ну, сложно, принципиально разные позиции. Но все же две карты говорят о том, что придется это взаимопонимание установить. А для кого-то, допустим, получить какой-то документ, обратиться в инстанцию, понимать, как работает в отношении вас закон, потому что тут что-то идет по судьбе. И если обе карты, как я сказала, провластные, значит, у нас все должно быть чисто, по документам, четко, может быть, по каким-то бумагам, может быть, банковским каким-то бумагам. И поэтому для кого-то из вас будет необходима информация или вот путешествие по инстанциям для того, чтобы разобраться именно по закону что-то. И я бы сказала, может быть, по закону, как и что-то завершить. Ну, у кого-то могут быть налоги, например, да, тут с королем Пентакли, опять же, тоже тогда будет как инстанция. Ну, по сути дела, Плутон. Какая-то ситуация по судьбе вам, она все равно близится к завершению. Но, может быть, дров не наломать, куда-то не торопиться. Нам карты нас призывают. Вы знаете, тут самое главное, не должно быть иллюзий. С одной стороны, приятные эмоции нас могут держать, но вот не замечтаться будет тоже очень важно. Но вот все, наверное, стремится, может быть, медленно, но верно, как сама по себе история какая-то у вас выравнивается. Выравнивается, чтобы вы могли себе сказать, что да, вот прошлое, оно уже завершилось. И нулевой аркан – это всегда как точка нового отсчета. Это совершенно какой-то новый жизненный этап. И очень символично, что что-то завершается и как падают какие-то иллюзии. Причем это вас не мучает, а это наоборот вас освобождает, мои дорогие. И это правда, потому что на кону уже стоит будущее. Вы можете даже, вы очень интуитивные люди, и вы можете чувствовать, что в вашей жизни сейчас такой именно переходный момент и происходит. Так вот, к чему же приготовиться вам? Может быть, новый курс обучения у кого-то, допускаю. Это работа в команде. Возможно, это даже коллектив, который тоже претерпевает изменения, возможно, новые люди. Иногда по этой карте мы все-таки сами учимся или приобретаем какие-то навыки. Я не исключаю, может быть, мы тут рассматривали по работе, да, какая-то конфигурация. Кому-то из вас будет предложено, может быть, пройти собеседование или получить какой-то сертификат, соглашайтесь, потому что для вас это именно на будущее пригодится. Когда эта карта выпадает, да после нулевого аркана, то знаете, зеленый свет всему новому. Более того, любое ваше знание в последующем вы вот так вот рационально переложите буквально на финансовое состояние, то есть вы сможете на основании ваших умений, навыков, знаний сделать деньги. Король мечей будет говорить еще и о том, что для кого-то это может быть как узкий специалист. Может быть, это вы становитесь таким узким специалистом. У кого-то это будет совпадать вот с этими двумя, как провластными картами, и это юрист, адвокат или какой-то чиновник. Вот вам, я больше вижу так, вам нужно будет сделать выбор. Причем сделать его так и рационально, и душой. Вам это должно нравиться, безусловно. Но вывод какой-то, да, или выбор, мы если опять же говорим, то это не совсем через чувства нужно пропускать, иначе мы можем подзастрять. Ведь это как подсказка, король мечей, это очень рациональный человек, когда отметает всяческие эмоции. И, может быть, где-то с учетом пассианса нам и говорят,
Тебе, Скорпион, эмоции создают путаницу, это точно. Но нужно будет разобраться со своими чувствами. А что вам такое приготовила судьба, что нужно разобраться с чувствами? Праздник после победы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Берегите себя, мои дорогие скорпионы, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.